Глава 121. Бордель «Чистая река». В текущее время настроение Шэнь Чжуншань было довольно хорошим. Он сидел в отдельной комнате борделя «Чистая река» и обнимал чрезвычайно красивую девушку, вульгарно щупая ее хрупкое тело своими большими руками. Возможно, именно нетерпение Шэнь Чжуншань вызывало беспрерывное хихиканье у пышной девушки. «Госпожа Джин, я думаю, вам нужно еще встретиться с главарем нашей банды. Это первый раз, когда наш лидер был настолько увлечен женщиной. Он приехал сюда в такой спешке, хотя дела банды не были полностью улажены». Человек, который сказал это, был жирным темнокожим мужчиной, который носил свободной серой одежды. Его талия была большой, как ведро, и его ноги были в 2 раза больше ног нормального человека. После разговора он немного запыхался. «Это верно, госпожа Цзиньджи. Наш лидер банды посещал ваше заведение каждый день в течение 5 дней подряд и принес большую сумму денег. Между тем, вы получили совсем немного. Вы пробыли с нашим лидером совсем недолго и больше никогда не позволяли ему провести ночь с вами еще раз. Это не имеет никакого смысла». Тот, кто говорил, на этот раз был ученым среднего возраста с бородавкой на лице. Его глаза излучали скрытый огонь, что делало его похожим на коварного человека. В настоящее время помимо Шэнь Чжуншань, в комнате было еще 3 человека. Они не были никем иными, как 3 великими защитниками банды 4-го уровня. Толстый темнокожий был сумасшедший кулак Цань Цзин. Несмотря на его пухлую комплекцию, он был на самом деле очень опытным в безумных 18 ударах и убил многих авторитетных бойцов. Похожий на Конфуция ученый был зловещим ученым Фань Цзюй. Несмотря на то, что он практиковал очень быструю и яростную технику меча «Снежный ветер», его темное сердце, жестокие методы и зловещие намерения сделали его имя известным во всем мире. В другой стороне стоял темно одетый человек, который с самого начала не сказал ни слова. Он был самым сильным из 3 великих защитников, метающий кинжал Шэнь Сань. Его уникальный навык метания 18 кинжалов подряд ранее помогли Шэнь Чжуншаню избавиться от многих экспертов, которые преследовали его. Кроме того, Шэнь Сань был также дальним родственником Шэнь Чжуншаня. Таким образом, Шэнь Чжуншань считается наиболее сильным мастером в банде 4-го уровня. Так же, как у Шэнь Чжуншаня, у каждого из 3 защитников была красивая девушка, сидящая в их объятиях. Но эти девушки были не такими, как девушка в объятиях Шэнь Чжуншань. Она была нежной, обаятельной, кокетливой и обладала тонкой красотой. В этот момент, когда хихикающая Цзиньджи услышала слова сумасшедшего кулака и слова зловещего ученого Фань Цзюй, ее глаза сразу же наполнились слезами. Мастер Фань и мастер Чжуншань ошибочно обвиняют Цзиньджи. Когда все видят мастера Шэнь, они знают, что он герой. Иметь возможность быть вместе с мастером Шэнь, что это все, что желает Цзиньджи. Тем не менее, также вы оба знаете, что мое тело принадлежит борделю «Чистой реки». Без одобрения пожилой госпожи Ван, если Цзиньджи захочет покинуть и получить покровителей без разрешения, она будет избита до смерти. Почему бы мастеру Шэнь не пойти и не спросить разрешения у пожилой госпожи Ван? Если она позволит Цзиньджи получить покровителей, то я обязательно буду ждать мастера Шэнь сегодня вечером. Покрасневшая проститутка борделя «Чистой реки» говорила искренним голосом сладкой разумности и смотрела на Шэнь Чжуншаня с особым обожанием. Ее слова казались неправдоподобными для Фэнь Цзюя и Цань Цзиня уже давно, и они смотрели друг на друга безмолвно в смятении. Конечно, они платили цену ночевки с Цзиньджи. Но пожилая госпожа Ван требовала непомерную цену за несколько ночей с Цзиньджи подряд, что заставляло сердце лидера Шэня замирать. Таким образом, они никогда не достигали соглашения. Также невозможно было применить силу, чтобы вести переговоры. Бордель «Чистая река» был собственностью 3-й по величине банды города Цзяюань, секте Небесного Тирана. После этих слов Фэнь Цзюй и Цань Цзинь могли только выразить свое разочарование на девочках борделя «Чистой реки», которые находились в их руках. Хе-хе, спасибо моим 2 достойным маленьким братьям за озабоченность по поводу моих дел. Но не волнуйтесь, 2 дня назад я провел большую сделку. Это небольшое количество денег. Но вы, прекрасная дама, не сможете отказаться от ваших слов. Вы должны будете ждать вашего мастера, пока не придет нужное время. Удовлетворенно сказал похотливый Шэнь Чжуншань, Он вдруг, повернувшись к маленькой Цзиньджи, которая была в его объятиях,
и укусил ее в душистую щеку. Шэнь Чжуншань был огромным человеком с очень волосатыми руками и грудью. Его 2 руки были намного больше, чем у обычного человека. Таким образом, все его лицо выглядело как у животного, носящего одежду. Он был действительно настолько уродлив, что мог пугать людей. Несколько лет назад этот крайне хамский человек использовал навык открытого удара, который он освоил в совершенстве, чтобы убить предыдущего лидера банды 4-го уровня, Гоу Тяньпа, и его доверенных помощников, 4 великих военных мастеров, тем самым захватив позицию лидера банды. Поэтому во всем городе Цзяюань он был, безусловно, в топе рейтинга экспертов, и его не следует недооценивать. Мастер Шэнь показался маленькой Цзиньджи очень робким, когда Шэнь Чжуншань украдкой укусил ее щеку, и она повела себя как избалованный ребенок в его руках, что сделало Шэнь Чжуншаня вполне довольным собой. Он посмеялся от души. Донг-донг. Донг-донг. Прямо в этот момент кто-то постучал в дверь. Кто это? Темнокожий толстяк, сумасшедший кулак. Цань Цзинь был недоволен и выкрикнул этот вопрос в плохом настроении. «Я здесь, чтобы доставить напитки господам в комнате». Голос юноши послышался извне. «Тогда почему вы так медленно их доставляете? Я уже жаловался, что не хватает напитков». Темнокожий толстяк сказал, не подумав, когда он услышал ответ. Вслед за словами Цань Цзиня, молодой человек, одетый как слуга, вошел. Невзрачный юноша держал поднос обеими руками. Там было несколько блюд и 2 бутылки алкоголя. «Быстро поставить алкоголь здесь. Я хочу попробовать это на вкус». Толстяк Цань Цзинь был типичным пьяницей. Таким образом, его глаза сразу же оживились, и он засуетился, когда увидел 2 бутылки. «Да, слуга принесет его вам». Этот молодой человек, выглядящий как слуга, сделал несколько шагов вперед и поставил чашу вина на стол. В тот же момент толстяк схватил его в руку и вдохнул его аромат. «Подожди, толстяк». Тихий темно одетый человек Шэнь Сань вдруг остановил Цань Цзиня от испития этого вина. Глава 122. Убийство ядом. «Что происходит?» — спросил Цань Цзинь, сбитый с толку предупреждением Шэнь Саня. Из-за своего сильного доверия к Шэнь Саню он бессознательно остановил себя от питья этого алкоголя. Ведь изначально нам подавали еду не ты, а кто-то другой. Шэнь Сань не обратил внимания на опасения толстяка. Вместо этого он, держа руку на сабле на талии, медленно встал. Он холодно задал вопрос молодому слуге с вином. Так как у нас слишком много гостей, Лиэр пошел в другую комнату, чтобы выполнить некоторые поручения. Я его замена. Что случилось? Молодой слуга внимательно смотрел на Шэнь Саня. Его цвет лица полностью побледнел, когда он отвечал. Увидев выражение этого лица, Шэнь Сань немного расслабился, однако он до сих пор чувствовал себя не в своей тарелке. Он повернул голову к маленькой Цзинь, обнявшей Шэнь Чжуншаня, и спросил: «Госпожа Цзинь, вы знаете этого человека? Он на самом деле человек из вашего борделя Чистой реки?» Это. Удивительная красавица смутилась, но все же несколько неловко сказала: «Я не буду скрывать это от вас, дедушка Шэнь, этот человек действительно, кажется, мне не знаком, однако, бордель Чистой реки содержит более нескольких сотен людей. Встретить здесь кого-то впервые — не такое уж и необычное дело». Ха-ха. Маленький Сань, чего вы привязались к госпоже Цзинь? Как может такая сладкая красавица знать всю прислугу? Может быть, вы считаете, что этот человек проник в это учреждение как убийца? Шэнь Чжуншань беззаботно спросил, повернув голову к привлекательной женщине рядом с ним, и сделал несколько сильных затяжек. «Босс, наша жизнь — ходьба по краю лезвия. Было бы полезным быть осторожным». Лицо Шэнь Саня было непроницаемым, он послал жесткий взгляд на парня, ставящего тарелку. Хе-хе. Походка этого человека беспечна, и глаза его не имеют внутренней силы. С помощью одного взгляда вы можете сказать, что он не мастер боевых искусств. Если вы все еще не чувствуете себя в своей тарелке, есть метод, который позволит идентифицировать его подлинность. Зловещий ученый Фан Цзюй холодно рассмеялся несколько раз и мрачно сказал:
С тех пор, как он вступил в банду 4-го уровня, он уже давно был недоволен чрезмерным доверием Шэнь Чжуншаня к Шэнь Саню, а также утверждением, что Шэнь Сань заслуживает звания мозга банды 4-го уровня. Он решил довольно впечатляюще опозорить Шэнь Саня. А какой метод? Мой старый приятель Фань, не стесняйтесь провести эту проверку. Хотя Шэнь Чжуншань сказал это с мужественным видом, на самом деле он довольно сильно переживал за свою маленькую жизнь. В результате он немедленно отказался от своего прежнего замечания и одобрил экспертизу Фань Цзюэ. Так как этот человек не знает боевых искусств, если бы он действительно хотел причинить нам вред, он бы просто отравил нашу еду и напитки. Итак, дайте ему испробовать ее, и нам откроется истина, сказал зловещий учитель с картой в рукаве. Брат Фань, это отличный план. Мальчик, сначала выпей этого вина и съешь немного еды. Если ты хоть немного заколеблешься, дядя сразу же открутит тебе голову. Темнокожий толстяк Цань Цзинь счастливо захлопал в ладоши, а затем громко поругал молодого раба. Когда человек в черной одежде, Шэнь Сань, услышал слова Фань Цзюэ, он подумал, что этот метод был действительно неплох и не стал возражать. Он холодно смотрел, как сторонний наблюдатель. Что же касается Шэнь Чжуншань и маленькой Цинь, они также не возражали. Следовательно, молодой слуга, который доставил вино и еду, с угрюмым лицом, выпил чашку вина и съел немного еды. Видя, что этот человек вышел сухим из воды после употребления пищи и питья вина, Фань Цзюй самодовольно улыбнулся и сказал Шэнь Саню с большим акцентом: «Кажется, наш мальчик, Шэнь, был чрезмерно осторожен. Этот человек действительно просто слуга. В следующий раз постараемся не тратить вина понапрасну». Сказав это, он положил несколько ложек еды в рот и медленно жевал. «ГМ». Шэнь Сань фыркнул, вовсе не обращая внимания на обвинение Фань Цзюэ, вместо этого он просто расслабленно сел обратно. «Ха-ха. Это не важно. Это было просто недоразумение». Шэнь Чжуншань естественно знал, что двое его подчиненных не ладят. Тем не менее, это было то, чего он хотел бы видеть. В результате он сидел, улыбаясь. Так как это было недоразумение, этот молодой слуга может сейчас уйти. «Это серебро, подарок тебе». Шэнь Чжуншань бросил его в сторону молодого слуги. «Спасибо, дядя. Так как у меня больше нет поручений, прошу разрешения уйти». Юноша, одетый как молодой слуга, увидел серебро и ушел с восторгом в приподнятом настроении, закрывая дверь комнаты. Ая. Дядя Шэнь был действительно щедрым. В будущем вы не можете быть скупым, Ик Цзинь. Сладкий, кокетливый голос маленькой Цзинь раздался по всей комнате. Конечно, красавица. Вы самое дорогое сокровище дяди. До тех пор, пока вы хорошо служите этому дяде, он, безусловно, не будет относиться к вам несправедливо. Подходите, братья. Давайте все выпьем. Мы не вернемся трезвыми. Ломанный, резкий голос Шэнь Чжуншань раздался даже за пределами помещения, где даже слуга смог услышать его слова. Парень за пределами комнаты вдруг усмехнулся. Он не сразу ушел, а тайно подслушивал, стоя там, как призрак. Он был неподвижен, как будто чего-то ждал. По истечении времени, которое потребовалось, чтобы приготовить чашку чая, испуганные вопли внезапно раздались из комнаты. Яд. Еда и напитки отравлены. Я отравлен. Только после того, как он сказал это, мужчина издал два странных смешка, прежде чем его дыхание остановилось. Оказалось, что этот голос принадлежал темнокожему толстяку Цань Цзиню. «Шлюха! Ты на самом деле в заговоре с целью убийства лидера банды. Я хочу, чтобы твоя жизнь...» Шэнь Чжуншань покраснел от гнева. Однако оказалось слишком поздно, и после того, как он невольно издал два странных смешка, он упал на землю мертвый. Отравление. Фань Цзюэ и Шэнь Сань боязливо посмотрели друг на друга и сказали в унисон: «Тот молодой слуга отравил нас. У этого слуги, безусловно, должно быть противоядие». Двое мужчин сразу же выбросили женщин из объятий и выскочили за дверь, как будто их ягодицы были в огне. К сожалению, также, когда вышли за дверь, они испустили «ха-ха», прежде чем медленно упасть на землю. Кажется, толстяк выпил больше всего и, следовательно, был первым, у кого токсин вступил в силу. Шэнь Чжуншань выпил совсем немного и был вторым.
Что касается человека в черном и ученого, хотя они и не выпили много, токсичность моего порошка смеющейся души очень сильна. Даже если выпить лишь каплю, смерть будет неизбежна, парень размышлял. После этого он прождал мгновение, прежде чем открыть дверь и войти в комнату. Окинув взглядом комнату, он заметил, что ни один человек не остался жив. Даже маленькая Цинджи и 3 другие женщины выпили по чаше и уже давно испустили последний вздох смерти. После того, как Хань Ли осмотрел все еще раз, он удостоверился, что больше никто не остался в живых и покинул дом. После того, как новость, что Шэнь Чжуншань отравился, распространится, люди, несомненно, подумают, что он был убит своими врагами Цзянху. Это не должно вызвать особого ажиотажа, Хань Ли думал так, когда успокаивал себя на обратном пути. Этот порошок чистого духа действительно эффективен. Приняв его заранее, не только я могу защитить себя от всех видов ядов, но также могу защитить себя от чарующих запахов и других наркотиков. В последний раз я использовал его против госпожа Ян и других жен лишь ради развлечения. Он странно улыбнулся. На обратном пути в таверну Хань Ли не увидел никого, заслуживающего внимания. Затем он вошел в свою комнату, лег на свою кровать и крепко уснул. Это была намеренно приобретенная привычка Хань Ли. Когда он разбирался с каким-то большим вопросом, он особенно любил лечь и крепко уснуть, должным образом очистив тело и ум. Пока Хань Ли крепко спал, смерть Шэнь Чжуншаня и его 3 великих защитников была обнаружена в борделе Чистой реки. В результате, когда новость в банде 4-го уровня, там, среди множества амбициозных людей, возник переполох. Никто и не думал расследовать смерть Шэнь Чжуншаня, потому что в городе Цзяюань сильный наживается на слабых, и это закон. Шэнь Чжуншань также поднялся на свою позицию после убийства предыдущего лидера банды 4-го уровня. Следовательно, остальные кандидаты в лидеры банды 4-го уровня заботились только о том, кто собирается занять место предыдущего лидера. В результате все кандидаты вступили в бой за это место. Утром следующего дня шокирующий исход был обнаружен членами низших группировок банды, теми, кто никогда не принимал участия в ближнем бою. Единственным, оставшимся в живых, был Сунь Эрго, который стоял и едва мог поднять глаза от усталости. Прошлой ночью Сунь Эрго на самом деле убил остальную часть оппозиции. После того, как никто не посмел встать против него, он плавно занял на должность лидера банды 4-го уровня. Кроме того, другие банды в западном районе города получили уведомление, подтверждающее его преемственность. После того, как Хань Ли очнулся ото сна, он отправился в особняк Мо. Он столкнулся со стоящей госпожой Ян и остальными женами. Между тем, за ними стояли 3 великие красавицы города Цзяюань, 3 нежные дочери учителя Мо. Хань Ли видел Мо Юйчжу и Мо Цэхуан раньше, и таким образом его взгляд был в основном сосредоточен на приемной дочери доктора Мо, Мо Фэнву. В желтой куртке Мо Фэнву обладала лицом с формой, как гусиное яйцо. Казалось, ей было 16-17 лет, и она была наполнена необыкновенной грацией. Когда Хань Ли внимательно наблюдал за Мо Фэнву, она немного застенчиво опустила голову, открывая изысканно тонкую, белоснежную шею. Увидев это, Хань Ли не мог не сглотнуть тайно слюну несколько раз. «Молодой мастер Хань, перестань смотреть на Фэн Ву таким похотливым взглядом. Лицо нашей Фэн Ву весьма изящно. Не хочешь ли продолжить вчерашнюю тему?» После того, как 3-я жена очаровательно улыбнулась, она сказала Хань Ли эти слова своим чарующим голосом. Глава 123. Сделка. Тема. Какая тема? Я пришел сюда, чтобы узнать ваше окончательное решение. Хотите ли вы уехать отсюда и жить в тайне? Или мне нужно поскорее избавить вас от одного из ваших противников? После того, как Хань Ли отвел свой взгляд от красавицы в желтой рубашке, он вернул прежнее выражение лица и сказал это довольно невежливо. После того, как госпожа Ян услышала слова Хань Ли, она наморщила лоб и медленно ему ответила: «Молодой мастер Хань, не спеши так. После того, как мы, сестры, все тщательно обдумали вчера, мы решили выбрать второй вариант. Однако мы хотим немного изменить условия. Я уже подчеркивал, что я не хочу торговаться насчет условий. Это не обсуждается. Либо вы соглашаетесь на мои условия, либо выбираете один из 2 вариантов», сказал Хань Ли, внезапно выказав неудовольствие.
Молодой мастер, что ты думаешь о внешности моих дочерей? Госпожа Ян не заметила неудовольствия Хань Ли и неожиданно повернула разговор к 3 сестрам Мо. Национальное достояние с ароматом божественности. Описать врожденную красоту этих женщин этими словами не было бы чрезмерным. Хань Ли был удивлен, но тут же ответил с легкой улыбкой. Он несколько смутно понимал план госпожи Ян. Наши запросы в разумных пределах. Когда ты устранишь главу секты Радуги и виллы Гегемона, мы не только дадим вам драгоценный нефрит Ян для детоксикации, но ты также сможешь взять всех 3 сестер, как твоих жен и наложниц. Ты же смотрели на Фен Ву минуту назад. Она может стать твоей. Госпожа Ян искренне сказала, указывая на Мо Ючжу и остальных дочерей. 4-я мать. Мама. Выражения Мо Ючжу и Мо Цэхуан сильно изменились, и они не могли не воскликнуть. Было ясно, что эти двое не были проинформированы об этом и были напуганы обещанием госпожи Ян. Лицо госпожи Ян побледнело, но она все еще сохраняла спокойствие. Это неудивительно, что они были настолько встревожены. Для них Хань Ли был далеко от их представлений об идеальном муже. У них не было ничего общего. Как они могли быть готовы выйти замуж за Хань Ли? Перестаньте разговаривать. Это решение, которое я и ваши матери уже приняли. Если вы не повинуетесь, вы будете исключены из особняка Мо, сказала госпожа Ян холодным голосом, опустив лицо. Услышав эти слова, 3 сестры Эйма все были ошеломлены. Эйма Ючжу слегка кусала миндальные губы, цвет ее лица стал пепельным. Ошеломленная Мо Цэхуан смотрела на 2-ю и 5-ю мать, которые любили ее больше всего, с мольбой в глазах. Мо Фэнву было несколько лучше, но ее тело слегка дрожало. Она недвижно стояла, прислонившись к стене. Нет необходимости угрожать барышням. Я не могу согласиться с вашими условиями. Как гласит старая поговорка, независимо от обстоятельств, я не буду храбрым в бессмысленных опасных ситуациях. Я очень дорожу своей маленькой жизнью. После минуты молчания Хань Ли ответил, понизив голос, категорически отвергнув предложение госпожи Ян. Что же касается Хань Ли, сказать, что его сердце не дрогнуло, когда он отказался от 3 красивых сестер Эйма, будет совершенно ложным утверждением. Тем не менее, Хань Ли уже тщательно просчитал, что если бы он убил лидеров 2 группировок провинции Лан, об этом, несомненно, узнал бы кто-то наблюдательный, и это вызвало бы опасность для его жизни. Просто думая об этом, какой выгоде приведет убийство лидеров 2 крупных группировок, госпожа Ян была уверена, что это очень усилит власть ужасающей ассоциации Драконьего потока. Кроме того, если бы этот незнакомец в особняке Мо вдруг взял бы 3 нежных красавиц Мо в жены, это, несомненно, означало бы, что он также и убийца, и если культиваторы вдруг узнают о всех его действиях и планах, ему не сдобровать. Более чем вероятно, что он не сможет сохранить свою маленькую жизнь. В таком случае, какая польза будет от изысканных, восхитительных красавиц Мо? В результате Хань Ли горько себе улыбнулся и отвернулся 3 великих красавиц в сторону. Что касается вопроса, нравился ли он сестрам Мо или нет, Хань Ли это не очень волновало. Заполучив этих прекрасных женщин, завоевание их сердец было бы лишь вопросом времени. Тем не менее, говорить об этом теперь уже бесполезно. Если предыдущие слова ошпарили руки 3 сестер Мо, как сладкий картофель. В настоящее время он планирует извлечь холодный яд инь из своего тела как можно быстрее, а затем покинуть это место. Что же касается того, будет ли особняк Мо после этого в бедствии или состоянии, это его не беспокоило. Хань Ли сказал о своем отказе. Хотя лица госпожи Ян и других жен не выражали радости, у сестер Мо сложилось довольно благоприятное впечатление о нем. Даже самая молодая, Мо Цэхуан, улыбнулась сквозь фальшивые слезы, которые создали маску дьявола для Хань Ли. Кроме того, даже мнение Мо Фэнву и Мо Ючжу о Хань Ли значительно изменилось, они смотрели на него в новом свете. Госпожа Ян вздохнула. Остальные смотрели друг на друга многозначительными взглядами. Беспомощная госпожа Ян сказала, так как молодой мастер Хань не изменил свое решение, мы оставим этот вопрос в покое. Мы будем стараться достичь соглашения в соответствии с условиями молодого мастера. Когда молодой мастер Хань убьет лидера в вилле и разъяренного льва, Ауянов и Тяня, мы отдадим тебе драгоценный нефрит Ян, который позволит устранить яд из тела. Хе-хе. Вы, женщины, очень хороши в интригах.
Я слышал, что этот Ауян Фэйтянь находится в самом расцвете сил и до сих пор не имеет детей. Вилла Гегемона почти наверняка рухнет сразу после его смерти. Его подчиненные окажутся в полном беспорядке и будут слишком заняты, чтобы беспокоиться об ужасающей ассоциации драконьего потока. Ханьли погладил нос, тихо посмеиваясь. Когда госпожа Ян услышал слова Ханьли, она одарила Ханьли холодным взглядом. «Это не так, как ты говоришь. Ты знаешь, кто был тем, кто послал сюда Ву Цзиньминь? Это было по приказу этого Ауян. Кроме того, Ву Цзиньминь является 7-м учеником Ауян Фэйтянь. Лидер виллы Гегемона принадлежит к тому же поколению, что и ваш господин муж, и почти такого же возраста. С самого начала он амбициозно хотел объявить себя владыкой всей провинции Лан, и таким образом он использовал тактику сначала слабо, потом сильно, стремясь сначала истребить ужасающую ассоциацию драконьего потока, а затем разобраться с бандой Радуги. Несколько лет назад он спровоцировал младшего брата моего господина мужа Ма Кунтянь и второго ученика моего господина мужа, Чжао Кунь, попытаться уничтожить ужасающую ассоциацию драконьего потока. В конце концов, это было замечено нами сестрами, и мы убили этих двоих и их пособников заранее. Тем не менее, силы ужасающей ассоциации драконьего потока были пошатаны. Нам пришлось шаг за шагом отступать под давлением со стороны наступающей армии виллы Гегемона. В результате у нас не было выбора, кроме как отступить и укрепиться себя в городе Цзяюань. Госпожа Ян рассказала несколько секретов ужасающей ассоциации драконьего потока. Тем не менее, ваше текущее влияние в городе Цзяюань, кажется, не так уж и слабо. Вилле Гегемона не удалось просто истребить вас с одной энергичной попытки, подумал Ханьли на мгновение и спросил, слегка озадачила. Хи-хи. Ауян Фэйтянь не безумец, он не посмеет напасть здесь. Естественно, что у него есть свои причины. Если ты хочешь, и если ты согласен с условиями нашей сестры, я тебе расскажу, молодой мастер. Третья жена Лю хихикала, говоря полуправду своим очаровательным голосом. Хе-хе. Тогда давайте забудем об этом. Мне просто немного любопытно. Ханьли оставался совершенно спокойным и собранным. Неужели у тебя нет ни капли мужественности? Дразнила жена Лю. Госпожа Ян и остальные закрыли глаза на действия третьей жены. Тем не менее, лица этих трех сестер Мо покраснели. В конце концов, их собственная сестра дразнила человека, которого они изначально собирались женить. Возмутительно, Эйма Цэхуан надулась и твердо посмотрела на Ханьли. Тем не менее, Ханьли, казалось, не замечал этого ни в малейшей степени, как если бы он был в своем собственном мире. Вместо этого он ответил, третья мать говорит об этом довольно легко. Если моя жизнь будет под угрозой смерти, я могу и не называть себя мужчиной, возможно, последнее предложение Ханьли было слишком откровенным, потому что оно не только оглушило третью жену Лю, которая поджала губы, оно также рассердило вторую жену Ли, госпожу Ян. «Молодой мастер, как ты планируешь отнять жизнь у Ауян Фэйтянь?» Этот человек проводит свои дни, прячась глубоко внутри виллы, и выходит редко. Мало того, что он находится на пике боевых искусств, его проницательность является выдающейся. Он довольно сложный противник, твердо сказала госпожа Ян. Госпожа Ян, не стоит беспокоиться об этом. Вы просто должны подготовить мне хорошую лошадь и портрет этого человека. Тогда я заставлю его исчезнуть из этого мира. Я надеюсь, что так. Тихо сказала госпожа Ян. Назад к предыдущей теме. Не должны ли вы дать мне гарантию, что, когда я вернусь с моей завершенной миссией, вы, женщины, не откажетесь от своих обещаний? Ханьли сказал нараспев. Какие гарантии ты хочешь получить? Госпожа Ян не проявляла недовольства, а оказалось, уже предвидела этот вопрос. Внутри этой бутылки есть гранулы. Я должен просить всех принять этот яд, но я не буду говорить, что это такое. В любом случае, вы будете ждать день, когда я вернусь после убийства Ауян и обменяетесь на противоядие моим вожделенным драгоценным нефритом. Ханьли чувствовал внимание, обращенное к бутылке, и холодно смотрел на госпожу Ян и членов ее семьи. Госпожа Ян ничего не сказала и протянула свои прекрасные лилово-белые руки, чтобы взять бутылку. Она высыпала нефритово-зеленую гранулу и посмотрела на госпожу Ли и других, прежде чем откинуть голову вверх и проглотить ее. Мужайтесь. Вот это решительность. Вы действительно достойны возглавлять ужасающую ассоциацию драконьего потока.
Хань Ли не мог не выразить восхищения. Его взгляд перешел к остальным женщинам. Глава 124. Фен Ву. Мои сестры не должны принимать яд. Неужели не хватает моей жизни в качестве залога? Госпожа Ян, которая проглотила таблетку, остановила вторую жену Ли от принятия яда. Когда Хань Ли услышал слова госпожа Ян, он был слегка ошеломлен, выражая удивление. После этого он тут же пробормотал про себя, слегка кивнул головой и сказал: так как четвертая мать чувствует себя так признательна к своим сестрам, я, Хань Ли, не буду неразумным человеком. Хорошо, вторая боевая мать и остальные не станут принимать яд. После того, как Хань Ли сказал это, он взял бутылку из рук госпожи Ян и спрятал ее. Так как сделка была заключена, я вынужден откланяться. Завтра в это время я вернусь в особняк Мо, чтобы забрать портрет и другие необходимые вещи, и потом непосредственно отправлюсь к вилле Гегемона. Спасибо за беспокойство, молодой мастер. Госпожа Ян и другие встали, чтобы попрощаться с ним. Хань Ли слегка улыбнулся, повернулся так же легко, как ветер, и вышел из комнаты. Когда Хань Ли покинул небольшое здание, за ним были слышны звуки множества торопливых шагов. «Старший брат Хань, подожди. Моя вторая сестра пришла, чтобы найти тебя для определенного дела». Хань Ли услышал голос этой молодой девушки, Мо Цэ Хуан, и вздохнул. Он беспомощно повернулся. Он увидел, там была не только демоница, но и Мо Фэнву и Мо Ючжу. Они все направлялись прямо к нему. Мо Цэ Хуан обогнала Хань Ли на несколько шагов. Она широко открыла глаза, обошла его и причмокнула губами, как будто она смотрела на редкий объект. «Хорошо. Старший брат Хань, я уже привыкла к вранью. Тем не менее, я не ожидала, что ты тоже обманщик. Ты зашел так далеко, что использовали какую-то мелочь, чтобы обмануть меня». Когда Хань Ли услышал это, он закатил глаза. Что маленькая вещь? Эта девушка явно хочет лучшего подарка, а значит, он должен сразу же уйти. Третья сестра, не груби. Прекрати доставлять неприятности молодому мастеру Хань. Это был первый раз, когда Хань Ли услышал голос Мо Фэнву. Это был совершенно нежный и мягкий, как бархат, который доставлял человеку ощущение комфорта. Какие? Как я могу не отомстить от имени наших матерей? Почему поступок этого парня кажется настолько возвышенным для моей матери? Мо Цэ Хуан сердито спросила. Конечно же, эти слова соответствовали ожиданиям Хань Ли. Эта девушка пришла сюда просто, чтобы досадить ему. Поэтому он больше не уделял внимания маленькой демонице, а повернул голову, чтобы обратиться к Мо Фэнву, вторая младшая сестра-ученик, что заставила тебя начать искать меня. Когда Хань Ли заговорил с ней, она немного покраснела. Тем не менее, она продолжала, мягко говоря: Фен Ву пришла, чтобы найти молодой мастера и узнать, были ли гранулы с сильным ароматом третьей сестры действительно подарены молодым мастером. Перешли ли все медицинские вещи моего отца молодому мастеру? Когда Хань Ли впервые увидел Мо Фэнву, у него сложилось довольно благоприятное впечатление о ней. Теперь, когда он видел, как этот застенчивый нефритовый человек говорит так нежно, он не мог не испытать к ней большого сочувствия. В результате он вежливо сказал: насчет вопроса второй сестры Хань Ли сказал все, что он знает. Гранулы с сильным ароматом действительно были подарены мне. Кроме того, я узнал действительно много лекарственных рецептов и получили большой медицинский опыт. У гранул был такой рецепт. Младшей сестре ученику Фен Ву, правда, это интересно. С тех пор, как Хань Ли увидел лекарственные травы, растущие в саду, он знал наверняка, что кто-то тут унаследовал медицинский опыт доктора Мо. Теперь, когда Мо Фэнву спросила это, он понял, что, скорее всего, это нефритовый человек перед ним. Как и следовало ожидать, после того, как Хань Ли произнес эти слова, эта молодая девушка, которая первоначально казалась чрезвычайно нежной и тихой, оживилась и повеселела, сказав: «Я не буду скрывать это от молодого мастера». С тех пор Фен Ву была ребенком, она была сильно заинтересована в медицинских навыках отца и тщательно изучила многие из медицинских книг и унаследовала часть опыта отца. К сожалению, когда отец покинул особняк Мо, Фен Ву была слишком молода, и таким образом она приобрела весьма ограниченные знания.
После того, как она закончила говорить, Мо Фенву была несколько неуверена, но все же она продолжила. Таким образом, у Фенву есть вопрос, который, она надеется, молодой мастер сможет разрешить. Возможно ли, чтобы ты самостоятельно предоставил копию медицинских знаний отца и объяснили некоторые вещи Фенву, чтобы позволить ей узнать кое-что и углубить свои медицинские знания? После того, как она сказала эти слова, эта вторая младшая ученица-сестра из особняка Мо покраснела. Было ясно, что ей потребовалось много смелости, чтобы задать этот вопрос. После того, как Ханли закончил слушать ее просьбу, он, нисколько не думая, сразу же согласился. «Нет проблем. Завтра, когда я приду в особняк Мо, я дам некоторые из оставшихся рукописей и предписаний доктора Мо. Естественно, что они принадлежат особняку Мо. Я первоначально планировал передать их 4-й боевой матери, но так как вторая младшая сестра-ученик хочет их, я отдам их тебе», — сказал Ханли с улыбкой. «Большое спасибо, молодой мастер. Фенву очень благодарна». Лицо Мо Фенву выразило признательность за его решение. «Вторая сестра, почему ты его благодаришь? Разве ты не слышала, как он говорил, что эти объекты первоначально принадлежали нам? Он и так должен был их нам отдать». Стоящая по соседству Мо Цэхуан несколько раз моргнула, прежде чем прервать их разговор. После того, как Ханли услышал слова молодой девушки, он бросил на нее взгляд и подумал, если бы не твоя вторая сестра, такая нежная и приятная красавица, не попросила меня об этом, вернул бы я эти предметы. Я бы даже не думал об этом. Третья сестра, не неси бессмыслицу. Молодой мастер Хань принесет нам оставшиеся вещи отца без малейших колебаний. Это отлично показывает намерение молодого мастера. Видя что-то неладное между Ханли и Мо Цэхуан, Мо Фенву поспешно отчитала молодую девушку, а затем потянула ее прочь. После того, как она изящно поклонилась Ханли, она ушла. С самого начала и до конца старшая дочь усадьбы Мо Ичжу, не сказала ни слова. После того, как она увидела, что ее две сестры уходят, она бросила глубокий взгляд на Ханли и тоже ушла. «Зачем она бросила на меня такой взгляд?» Ханли в ответ посмотрел на Мо Ичжу несколько в недоумении. Тем не менее, Ханли пожал плечами и больше думал об этом. Затем он покинул особняк Мо. К тому времени Ханли вернулся в гостиницу, и вновь назначенный лидер банды 4-го уровня Сун Эрго и еще один человек уже ждали его некоторое время около его комнаты. Естественно, кривая душа был там. После того, как Ханли увидел Сун Эрго, он кивнул головой и распахнул дверь комнаты. Сун Эрго и другой человек сразу же последовал за ним внутрь. После того, как Ханли сел, он окинул взглядом незнакомца, который пришел с Сун Эрго. Он был надежным человеком, возможно, ему было 30 лет, и он имел пугающее лицо, а также грозный внешний вид. Видя твое ярко-красное лицо, ты, должно быть, уже приобрел место в качестве лидера банды 4-го уровня. Ханли тихо сказал Сун Эрго. «Садитесь. Садитесь. Именно из-за поддержки молодого мастера этот раб там, где он находится сегодня». Сун Эрго поспешно ответил, сияя от радости. «Ты сам знаешь. Я не буду вмешиваться в дела банды 4-го уровня, но ты должен использовать силу банды в соответствии с моими инструкциями. В противном случае я помогу кому-то другому стать лидером», Ханли холодно предупредил. Эти слова заставили Сун Эрго, изначально потерявшего голову от радости, сразу же задрожать, сильно остудив затуманенный рассудок. «Я буду следовать вашим инструкциям любой ценой. Даже если это будет стоить мне жизни, я сделаю это». Сун Эрго в спешке проявил свою лояльность. Ханли чуть-чуть не испустил «Н», больше не замечая Сун Эрго, он повернулся к другому человеку. «Это ты, что слышал разговор бессмертных?» — спросил Ханли, довольно заинтересованно. «Это верно. Этот слуга Ситеню действительно слышал это», — почтительно ответил надежный человек. Хотя этот человек и был сильным и высоким, он вовсе не был глуп. Он ясно понимал, что этот ничем не примечательный парень перед ним помог Сун Эрго достигнуть нынешнего статуса лидера банды. Таким образом, он не смел быть небрежным. Ханли был очень доволен. Так как человек был умен, это дело должно пойти гладко. «Расскажи мне о том дне, когда ты увидел пару бессмертных, от начала до конца».
Если я буду доволен, я назначу тебя помощником Сунь Эрго и вице-лидером банды 4-го уровня. Хань Ли знал, что только с приложением наград другие будут работать с энтузиазмом. В результате он сделал такое обещание. Как и следовало ожидать, когда Си Тень услышал это, он был очень рад. Он взволнованно ударил себя в грудь, показывая, что он, несомненно, угодит Хань Ли. Когда Сунь Эрго услышал эти слова, он был несколько недоволен. Тем не менее, он не смел показать ни малейшего несогласия на лице. В результате, после того, как Си Тень немного успокоился, он рассказал Дадне, когда он наткнулся на бессмертных, в мельчайших подробностях. Мелкие детали, о которых говорил Сунь Эрго, сильно отличались, но общий ход событий был почти полностью одинаков. Эта пара бессмертных упоминала место и время. После того, как Хань Ли закончил слушать Тенью, он задал вопрос, которым он был весьма обеспокоен. Глава 125. Планы. Время. Место. Когда Си Тень услышал это, он был ошеломлен на мгновение. Казалось, у него не осталось никаких воспоминаний об этом. Но теперь, видя, настолько Хань Ли серьезен, он знал, что это был решающий момент его службы. Он опустил голову и глубоко задумался, пытаясь вспомнить. 10 минут спустя. Есть. Си Тень вдруг закричал, подняв голову. Лицо его было радостным. Я слышал, как женщина бессмертная сказала ей компаньону-мужчине, что, прежде чем они примут участие в великом собрании бессмертного, он должен сопровождать ее в место сбора бессмертных, которое называется Большая Южная долина. Большая Южная долина. Хань Ли тихо пробормотал себе под нос. Он никогда не слышал об этом раньше, не имел даже малейшего представления. Хань Ли обратил свой взор на Сунь Эрго. Если у этого места есть название, то этот лидер местной банды должен иметь хоть немного информации. Нет такого места в городе Цзяюань. Если бы действительно была такая долина, я бы совершенно точно запомнил это. Сунь Эрго поднял бровь и покачал головой. Может, ты что-то неправильно запомнял. Хань Ли обратил свой взор обратно к Си Тенью, произнеся это холодным, суровым голосом. Я абсолютно точно не ошибаюсь. Эта женщина также сказала, что, если они поспешат на полдня, она сможет присутствовать на встрече со своим другом в Большой Южной долине, сказал Си Тенью. Полдня. Если они собирались идти пешком, то они уже довольно далеко от Цзяюань. Но если эти двое отправились на летающих животных, то они преодолели очень большое расстояние. Тем не менее, они не должны были отклониться от границ провинции Лан. Хань Ли задумался. Какие вы знаете два любых местах, называемых Большая Южная долина, или с именем, включающим в себя Большой Южный? Выражение лица Хань Ли немного смягчилось, когда он спрашивал об этом. Сунь Эрго и Си Тенью посмотрели друг на друга и сказали почти одновременно: Большой Южный храм. Большая Южная гора. Существует два места, называемые Большой Южный. Хань Ли был удивлен. У него заболела голова. Молодой мастер, нет. Существует только одно место. Поспешно ответил Сунь Эрго. Это Большой Южный храм, который был построен на Большой Южной горе, добавил Си Тенью, чтобы не отставать. Ой. Отлично. Тогда наверняка Большая Южная долина должна находиться именно там, заявил Хань Ли. Но, молодой мастер, мы никогда не слышали о Большой Южной долине вблизи Большой Южной горы. Это может быть и не так, Сунь Эрго предупредил с сомнением. Когда Хань Ли услышал это, он усмехнулся. Это не так, там есть это место. Вы не культиваторы, поэтому, конечно, вы бы не знали об этом месте. Я полагаю, что там должна быть какая-то резиденция, взволнованно подумал Хань Ли. Где находится самая низкая точка этой Большой Южной горы? После волнения Хань Ли, он вспомнил, что это место не было хорошо ему известно, и спросил, не задумываясь. Молодой мастер, Большая Южная гора находится в районе самой южной части провинции Лан, почтительно сказал Сунь Эрго. Южная часть провинции Лан. Хань Ли наморщил лоб. Вилла Гегемона и правитель, которого он должен был убить, были в самом центре провинции Лан, и это было для него совсем неудобно. Казалось, что ему придется совершить несколько поездок.
Сунь Эрго, после того, как ты вернешься, Си Тенью станет заместителем лидера банды 4-го уровня. Я знаю, что ты не слишком рад, но так как я уже обещал этому человеку, обещание должно быть сдержано, Хань Ли сказал Сунь Эрго. Я не смею отказаться, молодой мастер. Ваше желание для меня закон. Я бы даже не озвучил жалобы. Когда Сунь Эрго услышал это, он был испуган. Ссылаясь на то, что Хань Ли говорил раньше, цвет его лица побледнел. «Будь спокоен, я хорошо осведомлен о твоей лояльности. Эта бутылка содержит антидот, который полностью растворит яд в твоем теле. Так же, как я и обещал, тебе будет ничего бояться. Я отношусь ко всем справедливо, так что я, конечно, не обману тебя». Хань Ли взял бутылку и передал ее Сунь Эрго. Когда Сунь Эрго увидел это, он был доволен сверх ожидания. Пилюля в его теле делала его еду неаппетитной и сон беспокойным. Теперь, когда он мог бы полностью удалить ее, как он мог быть не рад? «Спасибо, молодой мастер». «Спасибо, молодой мастер. Ваш слуга, несомненно, погасит этот долг, даже если он должен будет умереть жесточайшей смертью». После того, как Сунь Эрго взял бутылку, он искренне произнес эти слова. Хань Ли кивнул головой. Причина, почему он отдал лекарство Сунь Эрго главным образом, была в том, что он чувствовал, что давать Сунь Эрго дозу антидота каждый месяц будет слишком хлопотно. Так как он был бы далеко от Цзяюань в течение длительного периода времени, он решил отказаться использовать яд для управления Сунь Эрго. Конечно, если когда-нибудь эти двое действительно предадут его, Хань Ли не будет заботиться об этом ни в малейшей степени. Он просто сразу убьет обоих и найдет им замену. Кроме того, Хань Ли было очень важно сейчас иметь возможность использовать банду 4-го уровня, и если вдруг в его планах что-то пойдет не так. Хань Ли четко понимал, что в этом мире не было никакой лояльности или измены без причины. Использовать силу, чтобы контролировать других, было бы самым простым способом достижения желаемых результатов. Но в то же время, это также был худший метод, потому что другая сторона может принять ответные меры в любой момент. В результате, если нужно привить определенную лояльность, лучше всего включать и поощрение, и наказание. Следовательно, Хань Ли дал Сунь Эрго лекарство. С одной стороны, это в значительной степени повысит лояльность Сунь Эрго на долгое время. С другой стороны, Си Тенью и Сунь Эрго будут чувствовать основу за его словами, результаты будут заслуживать награды и ошибки будут наказаны. Это на пользу долгосрочному контролю Хань Ли над ними. Это было то, о чем думал Хань Ли. После того, как Хань Ли увидел, что Сунь Эрго принял лекарство, он вдруг сказал что-то, что испугало Сунь Эрго, и в то же время сделало его счастливым. «Я оставлю кривую душу с тобой, но я не позволю тебе использовать его, чтобы спровоцировать ссоры. Будучи неосторожным, ты мог бы даже спровоцировать смертельное бедствие. Помни об этом», — сказал Хань Ли тяжелым голосом. «Конечно, я буду иметь это в виду. Я правильно использую кривую душу. Молодой мастер, пожалуйста, не беспокойтесь». Сунь Эрго был похож на цыпленка, клюющего зерно, кивающего головой беспрестанно. И если бы не тот факт, что мне больше не нужен кривая душа в качестве личного телохранителя, и что его внешний вид может причинить мне неудобства в путешествии, я бы ни за что не отдал кривую душу в распоряжение этого человека. Рассуждая об этом, Хань Ли вздохнул и мысленно покачал головой, несколько неохотно расставаясь со своим большим спутником. «Можешь иди. В ближайшие дни тебе не нужно приходить ко мне, я скоро отправлюсь в длительное путешествие далеко отсюда, и я не знаю, когда вернусь». Хань Ли мягко махнул рукой, сказав им уйти. Когда Сунь Эрго и Си Тень услышали эти слова, они почтительно вышли из комнаты, оставив Хань Ли в одиночестве. Тем не менее, он все еще размышлял о чем-то. Это большая южная долина, в самом низу большой южной горы. Какие культиваторы будут там? Если я приду к их двери без предварительного уведомления, это будет неправильно. Столкнусь ли я с опасностью? Хань Ли глупо размышлял. На сегодняшний день он не мог не позволить уму блуждать и войти в состояние самоотреченности. Время пролетело, и в мгновение ока 2 месяца уже прошло. В этот момент Хань Ли уже был вне Цзяюань. Кроме того, силуэт Хань Ли больше не будет виднеться в течение довольно длительного времени.